Всем привет! Я Ольга Балабанова, индивидуальный гид и автор путешествий, а вы смотрите «Ехать надо» на канале Green Jack Channel. Приветствуем вас из Одессы и напоминаем, что всегда готовы вас принимать в нашем прекрасном солнечном городе. Организуем вам оригинальные и вкусные туры по Одессе и окрестностям. Накормим, напоим, покажем и расскажем. А сегодня продолжаем серию выпусков о чудесной стране Черногории. И рассказываем вам о городе, в который едут практически все путешественники. Он очень популярен у молодежной аудитории. Мы с удовольствием рекомендуем вам в нем побывать. Итак, сегодняшняя программа о городе Будва. Будва и ее окрестности, так называемая Будванская ривьера, это крупнейший туристический центр Черногории. Это пляжи, ночная жизнь и чудесная средиземноморская архитектура. Именно в Будву продают туры большинство туристических компаний, поэтому именно здесь вы встретите огромное количество наших соотечественников. Родная речь звучит практически везде. В Будве все дорого, гораздо дороже, чем в каком-либо другом городе в Черногории. Однако здесь хороший выбор жилья, и жилье здесь действительно можно найти практически на любой бюджет. Еще один очень важный момент, если вы все-таки самостоятельно арендуете отель в Будве, обращайте внимание на то, где он расположен. Дело в том, что Черногория – это горы и море, и, например, Будва – холмистый город. Часть районов находится на горе, часть в низине. Выясняйте, расположен ли ваш отель на возвышенности над морем. В описании может быть обозначено, что отель в 2 минутах ходьбы от пляжа, но если эти 2 минуты вы идете по дороге под углом 45 градусов, подумайте, готовы ли вы после пляжа подниматься под таким углом, особенно если вы едете с детьми или пожилыми людьми. Но в целом Будва хорошо подходит для отдыха с детьми. Здесь есть горки, детские площадки, аквапарк, торговые центры и продуктовые супермаркеты. Будва расположена примерно посередине побережья. Из нее легко добираться куда угодно. Именно отсюда стартуют большинство экскурсий по Черногории, и экскурсионная программа весьма обширна. В то же время Будва – это центр тусовки. Именно здесь находятся самые большие ночные клубы, и в городе множество баров и дискотек. Поэтому, если вы цените уединенный отдых, шум и громкая музыка могут серьезно вам помешать. Будва – город с историей и достопримечательностями. Старый город известен с 15 века и в свое время принадлежал разным государствам, в том числе Венецианской республике, Австро-Венгерской империи, был в составе Югославии. В 1979 году мощное землетрясение почти полностью разрушило старый город, но его восстановили. И сегодня в нем все как прежде. Здания из прекрасного средиземноморского белого камня, все те же аутентичные узкие улочки, гигантское количество лавочек, магазинчиков, кафешек, уютных маленьких площадей, несколько старинных церквей. А на главной площади старого города проходят яркие культурные события и фестивали. В старом городе есть старинная крепость, она называется Цитадель. На ее стены даже можно подняться. А вот вам один маленький секретик. Когда вы гуляете по старому городу в Будве, заглядывайте за все углы, потому что там довольно интересные есть места. Например, гуляя поблизости цитадели, завернув за один из углов и пройдя сквозь арочку в стене, вы можете неожиданно оказаться прямо на пляже, который расположен прямо у стен старого города. Согласитесь, прекрасная находка. Будва находится на берегу Адриатического моря, и море здесь изумительного бирюзового цвета. А часть пляжей курорта заслуженно получили голубой флаг, общеевропейский стандарт качества пляжей и чистоты побережья. Температура воды на пляжах Будвы в июне плюс 21, плюс 23 градуса. В июле море прогревается до 25 градусов, а в августе вода самая теплая, плюс 26. В Будванской ривьере около 35 пляжей. Все они либо песчано-галечные, либо галечные с чистой водой. Пляжи в самой Будве, как правило, мелкогалечные и достаточно комфортные. Но на всех основных пляжах довольно многолюдно. Аренда шезлонга обойдется вам от 5 до 15 евро. Будьте осторожными, в море можно пораниться о камни и морских ежей. Рекомендуем брать с собой специальную обувь для купания. Если вы не любите ходить по головам и протискиваться к морю, то есть решение.
Это прекрасный пляж на острове Свети-Никола, который находится буквально в 1 километре от берега и очень ясно виден с побережья. На него действительно очень любопытно съездить. Основной пляж, который там находится, называется Гавайи. Он тоже не дешевый, если вы собираетесь лежать на нем на шезлонге, но народу там поменьше. И вот там как раз у вас есть все шансы полежать на своем собственном полотенечке и получить удовольствие от чистоты воды и чистоты окружающей природы. Попасть на остров Свети-Никола можно на рейсовом кораблике буквально за 3 евро туда и обратно. Итак, если вы таки оказались на острове Свети-Никола, не поленитесь, обойдите его вокруг. Он довольно небольшой и очень живописный. Там прекрасные места для фотосессий, со всех сторон живописнейшие бухты. Самый важный момент – не забудьте захватить с собой воду и какой-то небольшой перекус, потому что кафе, собственно, как и пляж на острове Свети-Никола, достаточно дороги, и вода там тоже стоит серьезных денег. Существуют прогулочные кораблики, которые катаются по всей Будванской ривьере, проезжают мимо знаменитого и невероятно красивого острова Свети-Стефан и в том числе заезжают на остров Свети-Никола. Там вы можете выйти. Единственный момент – это не круговой билет, и вам придется покупать его заново для того, чтобы отправиться назад. Но прокатиться вдоль побережья можно и на частной лодочке. Стоянка лодок расположена прямо на набережной. На этой набережной можно договориться о чем угодно с владельцами лодок. О рыбалке, о дайвинге, о любых прогулочных поездках вдоль набережной и вообще вдоль всей Будванской ривьеры. Такой лодочник может провести вас по самым интересным и живописным местам, которые расположены вокруг Будвы. А там есть, к примеру, потрясающие по красоте слоистые скалы. Они возникли 400 миллионов лет назад. Это наслоение осадочных пород. В них множество живописных бухточек. В одной из таких бухточек вполне можно устроить себе романтическое свидание. Самое главное – правильно договориться с лодочником, чтобы вас потом не забыли оттуда забрать. А на сегодня все. Если вы любитель самостоятельных путешествий, подписывайтесь на нас и смотрите наши обзоры и полезные советы. А если вам интересны авторские туры, то присоединяйтесь. Жду вас на своей страничке в Facebook и Instagram. И буду рада видеть вас в рядах моих путешественников. С вами была Ольга Балабанова. Вы смотрели «Ехать надо» на канале Green Jack Channel. Пока-пока.